Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я вам покажу свой заказ Faberlic. Заказ был маленький, и еще немножко покажу фикс прайс. Давайте приступим. Ну, во-первых, я заказала краску для волос Faberlic Expert, оттенок 7.4. Я этой краской пользуюсь постоянно, не первый год, еще с тех времен, когда эта краска называлась «Краса». И поскольку цена на нее была очень-очень хорошая, я взяла сразу 7 упаковок. Если честно, я немножко перепутала, ну вернее как перепутала. Я почему-то решила, что у меня в запасе всего лишь одна пачка краски. Ну и, соответственно, решила запастись. И уже когда сделала заказ и оплатила его, поняла, что у меня явно не одна, а минимум 3 пачки. Но краски много, в общем-то, не бывает. Тем более, даже несмотря на то, что я крашу волосы один раз в 2 месяца, и сроки годности у Faberlic небольшие, но в целом все равно с ней ничего не будет. А краска по такой цене — это отлично. Вот. И также у меня подходит к концу стиральный порошок, поэтому я тоже вот его заказала. Концентрированный стиральный порошок, универсальный. Здесь сколько там грамм-то? По-моему, сейчас грамм 800, наверное. Ну, одна пачка заменяет 3 пачки. 3 килограмма обычного порошка. В общем, хороший порошок. Беру вот как зарегистрировалась. Когда-то в Faberlic мне положили по стартовой программе такую пачку. Она еще была такая в коробочке. Мне очень понравилось. Я еще брала и сашетки, и все прочее. Просто я в плане стирального порошка аллергик, и мне очень важно, чтобы, когда я насыпаю в стиралку порошок, чтобы у меня не было кашля и тому подобного, и чтобы хорошо выстирывался, не было никакого запаха на белье, и когда белье уже постирано, высушено, лежит на полочке, чтобы через там неделю, например, не появлялся какой-то плохой запах, такой, как бывает с магазинных порошков. Поэтому для меня он идеален, я ни на что его менять, в общем-то, не собираюсь. Хватает мне надолго. У меня вот немножко осталось, и я вот заказала новую пачку. Но у меня есть еще, к слову, и сашетки. Вообще заказ у меня был, во-первых, небольшой, и только вот то, что мне было необходимо, как краска, порошок. И так уж получилось, но я не специально подгадывала, мне пришло сообщение, я, кстати, о нем забыла, и уже потом, оформляя заказ, увидела, что за 1 рубль я могу взять какое-нибудь жидкое мыло. Ну, я выбрала Beauty Cafe, конечно же, мою любимую серию. Вот, и здесь линейка банановый мусс. 500 миллилитров, жидкое мыло, сменный блок. Потрясающий аромат, очень-очень такой натуральный, вкусный, как будто реально вот бананы так размяли. Ну, вроде как даже на литуалевский похож аромат. Могу, конечно, ошибаться, у меня он там в запасах стоит, надо будет освежить в памяти. В общем, такой был небольшой заказ, но классный и нужный. Так, ну и еще я заходила в фикс прайс. Заходила я, во-первых, за своими хлебцами Доктор Кернер. У них там очень выгодная цена в 27,50, так как в магазине-то они по 50 с чем-то не меньше стоят. Бывают, конечно, акции, но в основном более 50 рублей. А мне эти хлебцы нравятся. Здесь, ну, один хлебец там от 9 до 11 грамм. Так что классно. Они вкусные, и у них просто суперский состав. Очень могу посоветовать. Еще мне был необходим соевый соус. Был вот такой за 29 с копейками, терияки соевый соус. Если честно, он мне не очень понравился.
Ну, я просто как-то увидела, что, оказывается, в Фиксе он есть. Я раньше не присматривалась. И думаю, какая выгодная цена, возьму, попробую. Но, честно, он меня не впечатлил. То ли меня не впечатлило то, что это терияки, соус, то ли, в принципе, он не очень хорошего качества. Но я не скажу, что он там какой-то противный. Нет, я его, безусловно, доиспользую, но в следующий раз или посмотрю, может быть, там какие-то другие будут варианты, или же все-таки буду брать, там, например, в Ашане, в Пятерочке, подороже, но получше. Ну, хотя я какие-то дорогущие не беру, я обычно покупаю там, ну, в пределах там от 40 с чем-то рублей до, там, может быть, 70, плюс-минус. В огромных бутылках я не беру, потому что, ну, такой мне хватает бутылки на месяц, на полтора, поэтому нет смысла. В общем, буду пробовать. Конечно, ей хорошо бы, если фикс-прайс было бы несколько вариантов, и мне конкретно этот бы не понравился, потому что все-таки ценник очень хороший. Дальше. Увидела я мусс-пену для купания ванны и мытья рук, такую вот детскую. А эта пена разноцветная. Я взяла не себе, а на подарок. Цена была 77 рублей. Я выбирала, чтобы был синий цвет упаковки, и потом я посмотрела, что пена цветная, ну и, соответственно, тоже выбрала. Там была посветлее упаковка, такая типа голубой, и розовая пена. А здесь, и, как видите, упаковочка красивая синяя, и написано, что пена голубая, возраст 3+, но я, правда, не поняла, какой здесь аромат и есть ли он вообще. Но в составе какое-то, ну, парфюмерное что-то такое имеется. Если я не сказала, объем 150 мл. Ну, надеюсь, понравится. Еще я взяла упаковку 10% сливок. Тоже они... кстати, соус, может быть, даже 27 стоил с чем-то. А сливки стоили 29 с копейками. Ну, сама я предпочитаю молоко 1,5 из Ашана. Но, правда, я только кашу с ним варю. Кофе я пью исключительно черный, как вы знаете. А сливки взяла, знаете, иногда побаловаться собаке. Наверное, странную вещь скажу. Вот одна такая упаковочка. Но у меня же большая собака, овчарка, то есть для нее это чисто символически. Вот одна маленькая упаковочка. Ну, вот это разовая порция. И буквально там даже меньшее количество кофе. Я знаю, что иногда кофе дают собакам в таком виде. Ну и вот где-нибудь один раз в недельку чисто побаловаться ему на завтрак и заходит. Конечно же, не чаще. Ну а сливки могут лежать долго. Здесь, например, написано, что до 27 марта 2022 года. Вообще замечательно. А для себя побаловаться, я давно смотрела на этот десерт. Всегда готовь кремовый зефир, классический. Упаковка 130 грамм. Я уже сняла там защитную фольгу. И, как видите, здесь еще ложка такого красивого цвета. Ну, на самом деле здесь написано, что всего на 100 грамм 330 калорий. Ну, судя по их заявлениям, так оно и есть. А вот то, что они вот здесь вот написали про калории, что в одной ложке 4,5 грамма содержится 7,5 калорий, на самом деле врут. Я вот на эту ложку я взвешивала, было 4 грамма, причем я перепроверила, весы не врут. Но когда я вбила в программу уже с этими вот показателями на 100 грамм, калорий получилось 13, в общем, где-то не меньше 13 калорий, так что это они любят занизить, но в любом случае это довольно низкокалорийно. Здесь вот представлены варианты сервировки. Я буду есть, ну, вот по одной чайной ложке в день, например. Чисто, знаете, чайку налить.
взять ложечку вот этого десерта. Но это по факту белок взбитый, как вот мы делаем для безешек и тому подобное. Можно в чистом виде, к мороженому, кофе, ко всяким десертам. Кофе я люблю, крепкий, не сладкий. Я, как правило, пью его с утра, и, соответственно, там у меня что-то более основательное кофе, а это вот для чая. Хватит мне надолго. По срокам годности здесь не сказано, сколько в открытом виде. Написано, что срок годности продукта 12 месяцев. Хранить до и после вскрытия упаковки при температуре не выше плюс 30 градусов. Ну, то есть в холодильнике я буду хранить. И я думаю, что, скорее всего, сроки годности после вскрытия большие. Что касается состава: глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок, ароматизатор. То есть, в общем-то, ничего такого критичного. Если бы, конечно, не было сахара, обошлись бы сиропом, было бы еще лучше, но в целом белок всегда полезен, сахар не всегда, но если знать меру, ничего страшного. В принципе, я так понимаю, что если кто-то решит полакомиться таким десертом, но учтет суточную норму, то, наверное, и будет активно двигаться, ничего не случится. Но я именно буду по ложечке. Хотя вообще, если бы была упаковка чуть меньше, но точно так же прилагалась бы ложка, то, честно говоря, иногда, когда я гуляю там по 30 километров в день, то можно было бы и побаловаться. Но 130 грамм много. Да, я шучу на самом деле. Вот, но очень удобная упаковка. Может быть, даже после, когда он у меня когда-нибудь закончится, я сохраню этот контейнер, если с ним ничего не случится, потому что у меня из Fix Price очень классный контейнер, но и такое имеет место быть. Например, взять какой-нибудь с собой салатик. Я думаю, что это так и задумано, потому что, видите, здесь как легко удаляется этикетка. Классно. Такие были незначительные покупочки. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, знакомым и делайте репосты в соцсетях, если вам не сложно. А я думаю, вам не сложно, а мне очень-очень приятно. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.